Алена Косторная. Повышение возрастного ценза в фигурном катании для меня будет плюсом. Карьера чемпионки Европы Косторной долгое время шла по восходящей. Она стала первой фигуристкой в истории, набравшей больше 85 баллов в короткой программе и больше 247 баллов в сумме за две программы. Косторная тренировалась в группе Этери Тутберидзе до сезона 2019-2020, а затем перешла к Евгению Плющенко. В марте 2021 года спортсменка вернулась к Тутберидзе. Однако в 18 лет одна из самых ярких звезд женского российского одиночного катания не пробилась на Олимпиаду, хотя еще 4 года назад была одной из главных претенденток как минимум на участие в главном старте четырехлетия. В декабре 2021 года спортсменка сломала руку на тренировке, из-за чего пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным турниром к играм в Пекине. Косторная рассказала, что изменилось в ее жизни за последние годы, за кого она болела во время Олимпийских игр, и обозначила свою позицию в отношении смены спортивного гражданства. Алена, вы начали работать с Еленой Германовной Буяновой. Но пока официально в ее группе не числитесь. Каковы на данном этапе официальные договоренности? Договоренность такая: я для себя понимаю, хочу ли я продолжать кататься, тренироваться. Неопределенность в нашем деле бессмысленна. Сейчас мы работаем, чтобы понять, комфортно ли нам сотрудничать, что мы можем сделать вместе, может ли получиться из этого что-то хорошее. До начала мая все решится. Есть сомнения в мотивации? Были? Правильно ли я понимаю, что ситуация также зависит и от решения Международного союза конькобежцев по членству России? Да, этот вопрос не на последнем месте. Но даже если все пойдет по худшему сценарию, я буду кататься на Кубке России условно в Сызрани и буду счастлива. А что касается турниров, то я уверена, что наша федерация справится. Я спокойна, они обязательно что-то придумают. Почему Буянова? Почему ЦСКА? Я с самого детства хотела кататься в этой школе, в этой группе. Видимо, этот момент настал. Что до этого вы знали о группе Буяновой? Многое. Она прежде всего славится тем, что работает со взрослыми спортсменами. Какими были первые эмоции на льду в ЦСКА? Вообще, в первый раз я пробовала себя в ЦСКА лет в 10 у Инны Германовны Гончаренко. Меня тогда взяли, прыгала я неплохо. Но я все-таки была слишком маленькая, а там уже катались Саша Проклова, Вика Безрукова, Лена Родионова. Приходите позже. Мама решила подождать, а через 2 года я попала в группу Этери Георгиевны. Как было в этот раз? Когда я пришла на этот раз, Елены Германовны на катке не было. Каталась без нее пару дней с Максимом Завозиным. Это было так тяжело, я так не скользила лет с 13. А потом появилась Елена Германовна. Ну давай иди сюда. Думаю, ух. Потом, помню, звонит мама, а у меня эмоции через край. Мама, тут такое замечательное общение, так все понятно рассказывают, показывают. Мама ответила только: значит, ты туда попала. Возвращаясь к вопросу о решениях ИСУ. Сейчас, в новых реалиях, многие стали активно обсуждать вопрос о возможной смене гражданства нашими фигуристами. Каково ваше мнение на этот счет? Я не могу думать за других людей. И нельзя с уверенностью говорить о людях, правы они или нет. У каждого своя интерпретация проблемы. Я могу отвечать только за себя, и я знаю точно, я этого делать не буду. Таково мое видение этого вопроса, и на этом все. Возможно, что летом на Конгрессе ИСУ будет принято решение о повышении возрастного ценза. Для вас это решение можно считать ключевым. Безусловно, для меня это будет большой плюс. Но я не вижу особой разницы между 16 и 15 годами, если 17 лет, да, это весомая разница. За последний олимпийский цикл какие перемены в себе вы заметили? Я в него вошла 14-летней девочкой, юниоркой. А сейчас обо мне говорят. Да ей уже 100 лет в обед. И я хорошо понимаю, у меня 4-й взрослый сезон, а ведь только вчера меня сравнивали с юниорками. 4-й взрослый сезон, это серьезно, да.
Но перед глазами сразу пример Лизы Туктамышевой. Когда Лиза уже серьезно стартовала, а Делия Петросян только родилась. Это максимально странно и выглядит, да и просто звучит. А вы сами ощущаете себя взрослой? Нет? Значит, любовь к единорогам по-прежнему жива? Да, улыбается. Я как Даня Милохин. Какой бы совет дали самой себе той 14-летней юниорке? Возможно, я бы посоветовала себе принимать некоторые решения намного раньше, чем они были приняты. И доверять больше себе, нежели мнению окружающих. А что в вас осталось от той девочки, которая когда-то пришла в фигурное катание? Любовь к музыке, к чему-то новому, к экстриму. И еще то, что я всегда говорю правду, где бы и кто бы меня ни спросил. Я потом за это расплачиваюсь, но лучше так. И любовь к единорогам по-прежнему со мной. Какие позитивные вещи остались от работы в группе Этери Георгиевны? Осталось много шуточек, много фразочек. Каких, не скажу. Действительно, было много позитивных моментов. Там я нашла таких друзей, как Аня Щербакова, Даша Усачева. Это наша банда. Удивлялась тогда, как при такой жесткой конкуренции может быть такой сплоченный коллектив. Максимально сплоченный. Возможно, сложный вопрос. Но какие эмоции были во время Олимпиады в Пекине? Тяжело было смотреть. Я болела за Марка, а потом все больше не смотрела. А о победе Ани узнала только через 1,5 часа, как это произошло. Потому что в это время я пошла на квест по Средневековью, и мы его прошли. А потом через 20 минут второй. У меня, по идее, 3 квеста за сутки получилось, потому что от первого до второго было всего 20 минут, добираться 30 минут на такси. Ничего, успели, прошла оба. Второй квест был о Шерлоке Холмсе. А происходившее с Камилой Валиевой. Главное, о чем я думала в это время, это о будущем наших фигуристов. Кто что когда, неважно. Чем это нам грозило в будущем, мне даже предполагать было невозможно. Могли ли вы предположить, что победительницей Олимпиады станет все-таки Аня Щербакова? Да. Я верила в нее. Потому что я считаю, что не может остаться без вознаграждения человек, который столько вынес. И то, сколько она терпела ради этой победы, это есть отправная точка того, что в итоге происходило там, в Пекине. Я знаю, что никто из вас не любил эту аббревиатуру ТЩК, Трусова, Щербакова, Косторная. Но сейчас я не могу не упомянуть ее. И единственное, кто из этой тройки не попал на Олимпиаду, это Косторная. Как сейчас это влияет на ваше отношение к делу, к будущему, к планам? Думаю, мотивация дойти до следующих игр останется у каждой из нас. Но у меня эта мотивация другая, именно потому, что я на Олимпиаду не попала. И это дает мне силы на следующие 4 года как минимум.